So, hi guys, my name is Елена, I am English teacher. Всем привет, меня зовут Елена, я преподаватель английского. И первое, что я хочу сказать, это то, что вы все большие молодцы, поскольку если вы смотрите этот урок, это значит, что вы зарегистрировались на наш марафон, и вы уже готовы принять изменения в свою жизнь, изменить свою жизнь к лучшему, а это здорово. И сегодня первым таким важным шагом к изменениям, к поиску новой интересной работы будет наш урок Self-Presentation at Job Interview. Я вам расскажу, как подготовить самопрезентацию на собеседование на английском, что нужно упомянуть, чего делать, упоминать категорически не стоит, и кое-какие фишечки, которые помогут вам запомниться и оставить приятное впечатление после себя. So, logo of our today's lesson is make them remember you. Слоган сегодняшнего нашего урока make them remember you. Заставьте их вас запомнить. Конечно, в положительном ключе. И я вам расскажу, как это сделать. So, let's go. Next slide is recruiters ask applicants to say something about yourself because. Почему же вас просят рассказать немножко о себе? Казалось бы, достаточно простой вопрос, но за ним очень много стоит. Давайте разберем. Если вы поймете, почему вас это спрашивают, вы поймете, что от вас хотят услышать, и вы будете знать, как вам отвечать на этот вопрос. So, they want to see how you present yourself. Конечно, они хотят увидеть, как вы можете себя подать, как вы можете себя презентовать. They want to see and know your verbal and non-verbal communication skills. What do I mean? Your facial expressions, your tone of your voice, your body language. Yeah? Они хотят увидеть ваши вербальные и невербальные навыки коммуникации. Что имеется в виду? Это тон вашего голоса, выражение вашего лица, язык вашего тела, насколько свободно вы можете владеть собой и доносить свою мысль, презентовать себя. Да? Не забывайте, что вы будете лицом компании. Клиенты, когда будут обращаться к вам, будут подразумевать, что они обращаются к компании. Да? Вы представитель на передовой, так сказать. Поэтому для интервьюеров очень важно сразу понять, как вы будете выглядеть, что будет видеть клиент, как с вами общаться, приятно, неприятно, насколько вы можете хорошо себя подать, свою точку зрения, поэтому они просят рассказать немножко о себе. And the last point, they want to know more about you, more than what is written in your CV. Они хотят узнать о вас больше, чем написано в вашем резюме. И вы должны воспользоваться этим шансом, поскольку в самопрезентации вы можете рассказать гораздо больше, рассказать, какая вы классная личность, раскрыть больше свои качества, таланты, рассказать немножко об этом. Поэтому не теряйте свое время, когда вас спрашивают, просят рассказать о себе, не пересказывайте резюме, а рассказывайте немножко другие вещи о себе. И сейчас мы узнаем, какие. So the first point that you should mention is who you are. Yeah? Естественно, вам нужно сказать, кто вы. Понятно, мы представляемся, называем свое имя. И здесь фишечка важная, вы познакомитесь, естественно, со своим рекрутером, он вам назовет свое имя. Будет здорово, если вы скажете «Nice to meet you», Олег, Анна, Татьяна. Все мы знаем, что психологами давно доказано, самое любимое слово, которое слышит человек, это его имя. Поэтому вот на первом этапе повторите имя человека, с которым будете проходить собеседование. Это будет уже небольшой плюс, вы расположите его к себе. So, and here is an example of what to say, how to begin your self-presentation. I have moved to this city 3 months ago. I love the street food here. On weekends, I explore new eating points. This way, I get to learn the roads of this city and prepare myself professionally. Being a sales professional, my profile requires a lot of traveling. Very shortly, but it's interesting to listen, yeah? Next point is where do you come from? Всегда интересно узнать, откуда приехал человек, тем более, если он из другого города, из другой страны. So, mention about this. I have been born and brought up in Odessa. I came to Kiev 3 months ago to explore professional opportunities. I have already rented an apartment here and enjoyed big city life.
Из этого примера хочу обратить ваше внимание на первое предложение. Я родился и был воспитан или вырос в каком-то городе. Очень хороший оборот, грамматическая структура. Вы пишете ее, используйте ее в своей самопрезентации, вы покажете свое знание английского. Используйте не только present simple там, и continuous, да, в своей речи. I have been born and brought up. И добавляем город. Эта фишка покажет, что вы хорошо владеете английским языком. So, next point is what have you studied? Конечно же, следующий пункт – это наше образование. И как пример мы видим следующее. I've done my schooling from Jaipur. For my graduation, I chose XYZ program at ABC University. It was very enriching experience at the university, as not only we were actively involved in practical projects, but also got opportunities to participate in a number of sports and other extracurricular activities. Рассказываем кратко про тот университет, в котором вы учились, какую специальность вы там изучали, какие предметы. И будет очень здорово, если вы добавите, что вы принимали еще активное участие в внеуниверситетской, я имею в виду вне учебы, да, в каких-то активностях спорта занимались, волонтерили, организовывали что-то. Упоминайте это большой плюс и раскроет вас еще больше как личность. Next point is, what professional are you? Что же вы за профессионал? I've been working as a sales professional for 5 years now. I joined as a sales executive and worked my way up to the position of sales manager within 3 years. Да? Я работал на такой-то должности такой период времени. Используем present perfect continuous здесь, чтобы показать, особенно если вы еще где-то работаете и параллельно ходите на собеседование. Второе предложение показывает нам, как мы можем сказать, что вы доросли до какой-то позиции. Пришли работать на одну, через некоторое время выросли, получили должность выше. Используйте ее в своей самопрезентации. Next point is sample phrases. Фразы, примеры фраз, которые вы можете использовать. Начать можно. It's great to be finally here. I've been dreaming about the opportunity and possibilities of working. Здорово наконец-то быть здесь. Я уже давно мечтала о возможности работать у вас или в такой-то сфере. Working like this has always been a passion. Работа всегда для меня была страстью. Даже в школе, в садике я уже мечтала там летать, быть пилотом или еще кем-то. I've been working as a personal assistant for 2 years before I decided to. I'm really energetic and great communicator. Working in sales for 2 years helped me to build confidence and taught me the importance of customer loyalty. С этой фразой мы немножко рассказываем о себе, про свою личность и говорим, какой опыт дал нам предыдущее место работы. Да? Работа в продажах на протяжении 2 лет помогла мне выстроить уверенность в себе и научила важности быть лояльным клиентам, customer loyalty. Let's continue. I'm punctual, dependable, can be counted up to finish what I start. Да? Я пунктуальный, я гибкий, и я всегда заканчиваю то, что я начал. Вот это вообще фраза в конце, она здорово подходит любому человеку. Я всегда заканчиваю то, что я начинаю, довожу до конца. Подойдет всем. I understand my customer needs. Я понимаю запросы своего клиента. Customer care, что может быть важнее, какое еще качество? Конечно, I understand my customer needs. I consider myself hardworking, reliable, flexible, helpful, outgoing, organized, honest, cooperative. И продолжаем. Ищем adjectives, которые могут вас описать как личность, как хорошего team member, как active listener, attentive to details and other words. Вы можете добавлять сюда все те характеристики, которые свойственны вам. Things not to do. Чего же не нужно делать? Avoid slouching, forgetting, looking uneasy. Avoid looking at the floor or the ceiling all over the place while speaking. Do not show that you are nervous or uncomfortable. They want to see you how you handle pressure. Yeah? As a customer care, you will be working in very stressful situations all the time. Да? Вам, когда вы проводите самопрезентацию, не нужно смотреть в окно, в потолок, в пол.
держите себя уверенно, поскольку, как я говорила уже в начале, они хотят увидеть, как вы будете общаться с клиентами, с публикой. И это первый такой небольшой стресс. Вы должны показать, как вы можете справиться с собой, своим волнением и хорошо выступить. Поэтому это такой небольшой тест, и мы его проходим, да, используя вот эти советы. Do not speak too softly or too loudly, too fast or too slow. Do not eat your words. Avoid using avoid stuttering, and do not show that you came unprepared or over-prepared. Не говорим слишком быстро, слишком медленно, слишком громко, слишком тихо. Избегаем вот этих слов-паразитов и так дальше. Это сразу вам большой минус, если вы начнете вот так вот заикаться. То есть вам нужно показать, что вы не пришли неподготовленным, да, и не слишком подготовленным, оттараторил текст и все, и побежал. Нет, это все должно быть легко, вас должно быть интересно слушать, вы должны улыбаться и легко, комфортно рассказывать свою self-presentation. Do not just enumerate what is already written in your CV. You will bore the interviewers if they already have those information in your CV. Why waste that special chance to sell yourself more? Just repeat the same information. You will miss the best chance to sell your best qualities. Это я уже говорила. Не перечисляйте, не пересказывайте просто свое резюме. Они пригласили вас на собеседование, они уже его читали на основании вашего резюме. Поэтому постарайтесь рассказать гораздо больше и интереснее информацию о себе, чем просто перечислить все те пункты, которые там уже указаны. So, do not talk about your personal family problems. Do not be melodramatic, guys. It's not an audition for a dramatic movie. Yeah. So recruiters also don't care how many siblings you have, what your father's job is, or if you are the breadwinner of the family, if your parents are separated, or how many cats and dogs you have at home. You get what I mean, right? То есть мы не рассказываем ни в коем случае про свои семейные, личные проблемы. Мы не вникаем в то, сколько у вас братьев, сестер, котов, собак дома. Если будет это интересно, вас об этом спросят. Не волнуйтесь, но не впадайте в вот эти детали, которые не имеют никакого отношения к вам как личности на данном собеседовании. Вы пришли не на прослушивание в мелодраму какого-то сниматься, да, поэтому все вот эти вот моменты мы отбрасываем и рассказываем о себе на позитиве. So, do not be too corporate, avoid talking in too much detail about all your job experience, your job descriptions, your achievements, your MBA degree, that you are the best of the best. Don't let them know that you are a robot. То есть тоже не заучивайте просто все свои достижения и не старайтесь быть лучшим из лучших. Про достижения свои мы упоминаем, но мы не делаем это как робот, да. Вы сами знаете, что достаточно неприятно общаться с человеком, который приходит и пытается доказать, что он лучший из лучших и рассказывает только о своих достижениях. То есть не будьте таким, да, ловим баланс. Do not talk about how you hate your job, how you do not like working for your current company, and that is why you are applying for this position. То есть еще никогда не рассказывайте, что вы ненавидите свою предыдущую работу, какие у вас там были проблемы, что у вас там странный был коллектив, и с боссом вы не нашли общий язык. Нет, 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 это ни в коем случае мы не рассказываем. Если вас спрашивают, почему меняете работу, да я хочу развиваться дальше, я хочу расти дальше, yeah? I wanna have more professional experience, I wanna develop, and other words, yeah, do not say any negative about your previous employer and previous job. So, these main ideas – это главные моменты, которые вам нужно помнить. У вас есть примеры, у вас есть слова, которые мы можем использовать для самопрезентации. И я вам хочу дать, поскольку это урок, конечно же, в конце урока у вас должно быть домашнее задание. Подготовьте на наш марафон самопрезентацию. Как это нужно сделать? Вы пишете первую самопрезентацию, реально ее пишете, не в голове, а записываете. Отложили, написали вторую. Взяли чистый лист и просто все забыли, что писали в первой самопрезентации, пишете вторую. Потом берете две, складываете
и из них двоих сочиняете одну. Третий вариант будет идеальный. Вы возьмете лучшее, что у вас было в первой, лучшее, что было во второй, и сделаете идеальную самопрезентацию. Как мы ее отрабатываем? Мы ее репетируем перед зеркалом дома, да, мы видим, как мы говорим, мы можем увидеть свое выражение лица, там, где нужно улыбнуться, поэтому репетируем перед зеркалом. И еще такой один момент, будет очень здорово, если вы добавите какую-то интересную фишечку, особенность, возможно, смешную о вас. К примеру, у нас была девочка, она говорила: I like to put all my books in alphabetical order. That drives my sister crazy. Я люблю складывать все книжки в алфавитном порядке, это сводит с ума просто мою сестру. Придумайте что-то такое или найдите о себе какую-то такую фишку, которая легко войдет в вашу самопрезентацию, и ее будет интересно послушать, и вы запомнитесь. Да? То есть, возможно, это вызовет у кого-то улыбку. Улыбка — это позитивные эмоции, это вам на руку на собеседовании. Поэтому пользуйтесь всем тем багажом, который я для вас подготовила сегодня. На нашем курсе там будет гораздо больше информации, больше практики и больше интересных моментов. Мы обсудим, как проходить собеседование в сфере Customer Care. И на этом подарки не заканчиваются. В описании к видео вы можете скачать презентацию, которую я для вас подготовила. Это будет еще один подарок для вас, еще один бонус. Используя ее, используя все эти шаги, которые я там указала, подготовьте, пожалуйста, свою самопрезентацию на марафон, и я думаю, что мы там будем иметь возможность ее проверить. Поэтому всем спасибо за внимание, thank you for attention, и до встречи на марафоне.